Здравствуйте, дорогие подписчики! Вы на канале Братья Че. И сегодня мы вам расскажем о Каире времен 1001 ночи, о загадочном мессии и новой религии. Поехали! Сегодня мы хотим познакомить вас с удивительной улицей Каира, ставшей прообразом сказок «Тысячи и одной ночи». Во время прогулок, по которой у нас произошла полная перезагрузка от московских дождей и туманов. Историческое название этой улицы Аль-Муайез происходит от имени халифа Аль-Муиз Лидин Аллаха, который решил соединить все существовавшие на тот момент дворцы одной улицей и, закрыв воротами оба входа, сделала из нее отдельный район для самых богатых жителей Каира X века. Исторически это была самая важная артерия города, где были сосредоточены его базары, дворцы и мечети. Престиж улицы также заставлял всех последующих султанов строить здесь многие монументальные религиозные и благотворительные здания по заказу египетских правителей и элиты, что сделало данное место сосредоточением исторической исламской архитектуры в Каире. Это особенно заметно на площади Байн-аль-Касрайн, где расположены одни из самых важных памятников исламского Каира. Начнем мы с северных ворот XI века Бааб-аль-Футух, что переводится как «ворота завоевания». Сами ворота были построены византийскими мастерами и вобрали в себя все лучшие достижения военного и фортификационного искусства того времени, периода начала крестовых походов. Ворота сделаны в форме оборонительной конструкции, а их ход защищает две высокие башни круглой формы. Нижние 2/3 ворот построены из цельных блоков, которые сложно разбить тараном, а верхняя треть построена из бутового камня, обложенного твердым, хорошо обработанным камнем. Арка ворот высотой 22 метра покрыта резным каменным узором из ромбов с розетками и крестовыми мотивами внутри них. Над ней находится нависающая секция, выступающая наружу стены между башнями. Эта конструкция, часто используемая в Европе, была предшественницей машикули. Свес поддерживается каменными кронштейнами, два из которых имеют форму головы барана, символа Марса в зодиаке. Марс по-арабски Аль-Кахир, и он связан с основанием Каира, называемого Аль-Кахира. Между скоками находятся вырезанные из камня прямоугольники с декоративными элементами, такими как растительные орнаменты и восьмиконечная звезда. Внутри ворот вестибюль перекрыт неглубоким полусферическим куполом. Переход между куполом и прямоугольным пространством под ним достигается за счет использования подвесок, что характерно для византийской архитектуры. В дверном проеме на восточной стороне находится могила XII века неизвестного, но, видимо, очень важного человека. Дальше мы идем по улице и подходим к мечети Аль-Хакима, загадочной исторической фигуре, ставшей основоположником религии друзов. Мечеть построена в XI веке, имеет очень богатую историю. Да, кроме мечети, тут в различные эпохи была тюрьма для крестоносцев, и конюшня Саладина, и главная ставка Наполеона. Но остановиться более подробно мы хотим на человеке, непосредственно построившим данную мечеть шестом халифе фатимидской династии Аль-Хаким Биамир Амр Аллах, по-арабски «правитель по приказу Бога», являющимся ключевой фигурой в ряде шиитских и исмаилитских сект, таких как 15 миллионов низаритов, 2 миллионов мусталитов, в дополнение к 2 миллионам друзов Сирии и Леванта. Начнем с того, что современники называли Аль-Хакима безумным халифом из-за его очень странного непоследовательного поведения. Именно этот халиф фактически спровоцировал Запад с Византией на начало крестовых походов. Объясняем, как он это сделал.
На протяжении 300 лет с момента арабского завоевания евреи, христиане, копты пользовались полными правами. Были открыты все христианские храмы и синагоги, а путь из Парижа в Иерусалим был не опаснее пути из Парижа, к примеру, в Орлеан. Более того, при фатимидах ключевые позиции военачальников, визирей и казначеев часто занимали наиболее образованные люди того времени, представители общин евреев, армян или коптов. И никто не видел в этом вообще никаких проблем. Сам Аль-Хаким был сыном халифа, а его любимой жены христианки, фактически управлявшим всем Египтом от имени халифа, и это ему ставили постоянно в упрек. Всю первую половину его правления странные советники, которыми он себя окружил, тыкали ему, что он чрезмерно любит и уважает христиан, что они им дороже мусульман, и что сам он тайный христианин. Это его очень сильно задевало, и в конце концов он решился доказать, что он истинный мусульманин. И в 1002 году он начинает тотальное гонение на христиан, закрытие и разрушение христианских храмов и синагог по всей территории Фатимидского халифата. Апофеозом его борьбы стало закрытие и разрушение храма гроба Господня в Иерусалиме и запрет всем паломникам-христианам посещать Святую Землю Израиля и Палестины. Как вы понимаете, это был ядерный взрыв того времени, расколовший мир на два противоборствующих лагеря, воюющих до сих пор за Святую Землю Иерусалима, которую считают своей мусульмане, христиане и иудеи. Но на момент описанных выше событий современники считали Аль-Хакима уже полностью сошедшим с ума, безумным халифом. Его болезнь началась с того, что он начал самостоятельно без охраны и свиты по вечерам, ночам ходить по Каиру, собирать все слухи и сплетни про себя и своих подчиненных, а на следующее утро мог уже спокойно без суда и следствия казнить своих соратников, про которых наслушался на базарах и улицах Каира. Поначалу эта политика дала колоссальный успех. Управление государством совершило квантовый скачок, казна наполнилась деньгами, а народ поверил в своего халифа и в то, что есть какая-то высшая сила, карающая воров, казнокрадов и олигархов. Халиф все чаще и чаще стал уходить из дворца и пропадать по ночам вечерам, пока в 1021 году окончательно не пропал. Так как это был экстраординарный случай, то поползли слухи, что халифа за все его благодеяния забрали на небо, чтобы рано или поздно, как мессию, вернуть для высшего суда над грешниками. Так появилось новое учение – религия в мессию Аль-Хакима, позже названная религией друзов. Так кто же они такие, эти загадочные друзы, и чем интересна их религия? Кстати, самая молодая религия на Земле. Начав в XI веке с постулата того, что последний пророк и мессия на Земле – это Аль-Хаким, постепенно учение друзов к XII веку оформилось как абсолютная религия, впитавшая в себя все самое прогрессивное и лучшее от греческой философии, христианства и ислама и даже буддизма. Вот лишь несколько основных заповедей их религии. Первое. Творец един, и неважно, как его называют – Бог, Аллах, Будда или внеземной разум. Второе. Все люди и религии равны. Взаимоуважение – это основа стабильности и процветания. Третье. Существует переселение душ. На свете постоянно живет около 300 тысяч душ друзов с бесконечными круговоротами и перерождениями. Четвертое. Душа может селиться как в мужчину, так и в женщину, постоянно совершенствуясь и завершая свой круг на 700-м перерождении. Пятое. Тело человека лишь временная оболочка для души, но ее необходимо поддерживать в наилучшем состоянии, чтобы душа становилась все более развитой. Отсюда полный запрет на алкоголь, курение и все, что вредит человеческому телу. Шестое. У друзов не существует никаких ритуалов, связанных со смертью и погребением. Тело – это расходный материал. После смерти всех членов общины хоронят в одной общей братской могиле, без надписей, потому что душа все равно вернется. Документально зафиксировано большое количество случаев, когда в общины друзов приходят после смерти родственников 5-6-летние незнакомые дети и прекрасно ориентируются в незнакомых деревнях, домах, рассказывая родственникам, где лежат семейные драгоценности и спрятанные деньги, после чего принимаются в общину и растут дальше. Седьмое. Одним из главных моментов является то, что по собственной воле стать друзом и принять их веру нельзя. Нужно или родиться в семье папы и мамы друза, или
тебя должна вселиться одна из 300 тысяч душ, и описанным выше способом ты должен прийти к ней в общину и доказать, что ты носитель души умершего родственника. По истории все 300 тысяч душ друзов были розданы Творцом всем, кто желал принять новую религию до конца 13 века, и теперь все, только круговорот и переселение. Заинтригованы? Да, вот такое интересное место мы посетили. Если вам интересен более подробный рассказ о друзах, напишите в комментариях под роликом. Вот как незаметно мы подошли к еще одной жемчужине архитектуры фатимидского халифата – мечети Акмар, в переводе «залитая лунным светом мечеть», построенная в 1126 году, в надежде на то, что Аллах вернет халифам удачу после первого крестового похода и потери Иерусалима. Не знаем, как к этому относиться, но Саладин вернул Иерусалим 100 лет спустя. Причастна ли к этому данная мечеть, кто знает. Особенностью данной мечети является низкий минарет, чтобы любопытные не могли увидеть дворец и гарем халифа, находящийся сразу позади мечети, и полностью резной фасад шедевром исламской архитектуры, центральным медальоном над аркой. А теперь мы переходим к основной части нашего рассказа, к мамлюкским султанам, управлявших Египтом до 19 века, каждый из которых старался что-то построить в память о себе или своих победах на этой улице. Мамлюк в переводе с арабского «раб не по рождению», то есть человек, либо добровольно, либо по воле судьбы попавший в рабство. Иными словами, мамлюки попадали в основном захваченные в плен. Логика института мамлюков состояла в том, что человек еще маленьким мальчиком, рабом, попадал в школу обучения военному искусству, религии, доступным на тот момент знаниям, без всяческой традиционной помощи, в лице родителей и связи культуры той страны, откуда он был родом, он становится тем, кем мог стать. И главной наградой за его старания была жизнь. А если он попадал в круг избранной гвардии султана, то и свобода. Иными словами, человек попадал практически на необитаемый остров, на базу пиратов. И если он не становился одним из них, одним из лучших, то он просто погибал. Поэтому сам подход к системе управления мамлюков был самым передовым на тот момент времени, когда во главу государства становился лучший из лучших условных пиратских капитанов, которого избирал узкий круг таких же лучших. И этот человек, которого выбрали султаном, знал, что он не имеет права воровать, не имеет права проиграть ни одно сражение, не имеет права передать свою власть детям или родственникам, может быть в любой момент смещен своим советом капитанов. А теперь запомните, пожалуйста, имена 4 мамлюкских султанов, совместно спасших в 13 веке последний осколок исламского мира, татаро-монгольского нашествия и 7-го крестового похода. Первый – Айбек Туркмен. Второе – Кутуз Хорезмшах из Ургенча. Третье – Бейбарс, мальчик с голубыми глазами и светлыми волосами, взятый в плен в 1240 году во время нашествия Батыя на южно-русские земли. Четвертое – Калаун, ребенок из Половецкой степи, также попавший в рабство при нашествии монголов. Вы просто должны понять, что если бы эти 4 пиратских капитана не спасли Египет от татаро-монгольского нашествия, то не было бы ни этой улицы, ни этих красивых зданий, а были бы только груды костей и развалин, так как на территории большей части цивилизованного мира XII века, там, где прошли монголы. Нужно еще добавить, что мамлюки, кроме воспитания собственных кадров, вовсю приглашали на службу тех, кто уже долго и успешно вел борьбу с монголами. Пример той же гвардии хорезмийцев Хорезмшаха Джелаль-эль-эд-Дина, которые уже 30 лет воевали с Чингисханом и его наследниками. Они в 1244 в полном составе перешли на службу к мамлюкам, получив в Египте новую родину и земли, и вышеупомянутые Айбек и Кутуз были из них. О каждом из этих султанов написаны книги, романы, научные монографии. И мы можем, если вы напишите свои комментарии под роликом, отдельно рассказать про их жизнь и борьбу. Скажем, к примеру, что султан Бейбарс за свой относительно недолгий срок правления выиграл ряд сражений с монголами и остановил их экспансию, взял под официальное покровительство мусульманские города, святыни Мекку и Медину. И с 1265 года
Только мамлюкские султаны имели право присылать черное покрывало, которым была накрыта Кааба. Упрочил свой авторитет в мусульманском мире, провозгласив в июне 1261 года халифом в Каире Аль-Мустансира, признанного сыном багдадского халифа, убитого монголами. Получив после этого статус воин ислама, начал планомерное наступление на христианские государства – Леванта, Иерусалимское королевство, Антиохийское княжество. Взял штурмом все неприступные города, замки крестоносцев, фактически сбросив их на оставшиеся островки в море. Уничтожил гнездо ассасинов и их старца горы. Поэтому комплекс султана Калауна, правой руки Бейбарса и самого последнего из этой великолепной четверки на площади Байн-аль-Касрайн фактически является памятником всем четверым. Он включает в себя медресе Баркука, мавзолей, усыпальницу самого султана и госпиталь, стоящий внутри. Так как про данный комплекс нужно рассказывать очень долго, то это тема отдельного ролика. Если вам будет интересно, напишите, пожалуйста. Скажем вкратце, что его строили пленные крестоносцы, христиане, захваченные мамлюками после падения всех городов Иерусалимского королевства и Антиохии. При строительстве мавзолея были использованы специально привезенные из разрушенных христианских городов колонны, витражи, драгоценные камни, мрамор и другие элементы. Теперь о внешней отделке комплекса, имеющей много уникальных нововведений для мамлюкской архитектуры. Молитвенный зал медресе выходит на улицу. Трехэтажный минарет медресе расположен рядом со входом, имеет карниз из папируса, который восходит к правлению фараонов и служит для указания правления мамлюков. 67-метровый фасад комплекса отображает сходство с готическим стилем или стилями крестоносцев. Входной портал здания состоит из закругленной арки, которая заключает в себе стрельчатую арку с полосатыми облаками и украшены искусной лепниной. Окна этого комплекса открыты и зарешочены, что позволяет слышать молитвы и чтение Корана из здания в течение дня. Хочу отметить, что все эти завоевания мамлюков привели к тому, что с 13 по 16 век, до эпохи великих географических открытий, их султанат де-факто стал контролировать всю мировую торговлю из Азии в Европу, соответственно, сделав их империю самым богатым государством того мира. На протяжении 200 лет это была богатейшая империя на планете, сосредоточившая в своих руках и рынках все денежные потоки Великого Шелкового пути. И далее наш маршрут прошел как раз по самому древнему базару Каира Хан-Халили. Мы попали на улицу ювелиров, где шли через ряды золотых и алмазных ювелирных изделий. 500 лет. Нет, я имею в виду, это еще византийский рынок, они на его основе построили. Они там все византийские. Что же? Построили свою. Здесь мусульманская. Ну то есть как оно было, так оно и Был осталось. еще такой. Все, Гош, вон ворота. Был еще такой где? В Ираке. В Ираке самолетами американцы все сравнили. Ну понятно. Занесли демократию. Которые сами ее не признали. Кстати, египетское золото считается самым качественным 999-й пробой, и поэтому в среднем все изделия из него стоят дороже, чем у нас в магазинах. У нас в большинстве это украшение 585-й пробы. Но все рано или поздно заканчивается, как открытие морского пути в Индию закончило эпоху расцвета мамлюков, так как заканчивается наша экскурсия по этой уникальной улице. В завершении хотим отметить, что мы рассказываем вам эти истории не для того, чтобы показать, какие мы умные, а потому, что это интересные истории, которых не знают не то что русские туристы, а сами египтяне. И мы очень хотим, чтобы когда вы поедете в следующий раз в Каир и уже осмысленно и с пониманием того, где вы и что вы смотрите, получили гораздо больше удовольствия от посещения этих мест. Надеемся, что вам понравилась наша прогулка.
от исторических тем и расскажем, как своим ходом через пустыню мы из Каира добирались до Хургады. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите колокольчики, смотрите нас в Телеграме и Яндекс.Дзене. Всем пока-пока!